Чтобы сделать красивый пучок, нам нужно сформировать красивую макушку и создать саму форму. Боковые части потом наслоить на нашу готовую форму. Поэтому я отделяю боковые части очень легко. Смотрите, руками. Вот так вот с двух сторон. Никакой расчески. Тут у меня может быть совершенно кривой пробор. Вообще не страшно. И дальше отделяю на затылке зону, которую я буду оформлять в верхней части горизонтальным таким вот движением. Такой техникой вы можете собирать пучок на даже тонких волосах. У меня волосы у моей красавицы Кристины довольно объемные, густые, мне легче. А если волосы тонкие, как создать везде объем, везде такой воздух, если волос не хватает? Такая техника вам поможет, вот когда вы разделяете сначала нижнюю часть, оформляете, потом верхнюю, вы всегда добьетесь классного воздуха везде. Нижнюю часть я собираю в хвост, плотненький хвост. Дальше мы опускаем вот эту верхнюю часть, очень легко. У нас здесь красивая текстура уже есть. Мы вот так руками ее можем еще разделить, эту текстуру. Смотрите, я беру две части, на две части разделила и скрещиваю. Это самый простой способ, вот когда вы совершенно не делаете прически, либо делаете редко, либо боитесь, что получится некрасиво. Делайте так и всегда получится. Беру невидимку и подкалываю к волосам, которые идут в хвост. Причем я не затянула эту прядочку, а я слегка ее как бы вверх подтягиваю, чтобы у меня был воздух в волосах, объем, чтобы не было вот тут затянутости. Точно так же с другой стороны. Я вам очень рекомендую брать длинные невидимки, не берите короткие, иначе вы можете промахнуться, не захватить все волосы, и прическа начнет у вас распадаться. Смотрите, я не захватываю абсолютно все пряди, я фрагментально, частично захватила. Дальше я оформляю верх, немножечко вытягиваю его, буквально чуть-чуть. Это можно делать даже самой себе. Ну, желательно зеркало заднего вида еще взять какое-то, просмотреть, насколько красиво и равномерно вы растянули левую и правую часть. Вот так, очень аккуратно, очень легко растягиваем. Для тех мастеров, которые любят делать ребрышки, можно, конечно, на этом этапе использовать разные техники. Сейчас я их не буду использовать, потому что мне хочется, чтобы наша прическа была легкая, чтобы даже если вы с нуля, вы смогли ее сделать, смогли повторить. Смотрите, очень аккуратно, не тяните много, лучше вы потом еще потянете, нежели сейчас перетянете. Смотрите, как легко у меня получился красивый узор, как будто плетение. Легкое нанесение солевого спрея. Спрашивает Ольга, расскажите про крема для волос. Очень классная штука. Вот, кстати, на моих волосах, на волосах моей модели Кристины очень хорошо бы сработал именно крем для волос. Когда работает крем для волос? Когда волосы пушистые, объемные, когда волос много. Если волос мало, если они тонкие, вы будете использовать крем для волос, это, знаете, как воск. Он будет волосы утяжелять. И волосы будут, ну, как будто бы слегка жирноватые. Вам будет очень тяжело добиться воздуха в волосах. Поэтому, в зависимости от типа волос, вы используете крем или нет. Еще одна невидимочка, и теперь я могу переходить к оформлению пучка. Смотрите, как легко можно его оформить. Я беру, делю на две части, одна и вторая. И скрещиваю. Очень легко. Вот такой корявенький воздушный жгут. Очень легко до самого конца. И одеваю резинку. Если вы это делаете первые разы или редко делаете, я вам всегда рекомендую одевать резинки. Подстраховывайте себя. Вам намного легче будет этот жгут зафиксировать. Смотрите, фиксирую резинкой. Резинки, кстати, силиконовые, я очень люблю. Ну вот, если вы не первый раз смотрите мой прямой эфир, вы точно это знаете. И смотрите, по часовой стрелочке завернула, первый поворот сделала и фиксирую положение невидимками. Девочки, у вас тоже все получится. Смотрите, беру невидимку и фиксирую изнутри.
На прямых эфирах, на марафоне я очень подробно разбираю еще и все ошибки, которые вы можете создать на разных типах волос. Сейчас у нас такой возможности нет, а на прямом эфире, ну прям я вся ваша в этом плане буду, и вы сможете узнать все ответы на свои вопросы. Также обязательно каждая ваша отработка будет мной проверена, если вы будете выбирать вариант участия с проверкой домашнего задания. Смотрите, частый вопрос. Я на ютубе читаю, а зачем вы обманываете, если вы вместо невидимок используете шпильки, потому что вы их не раскрываете. Девочки, я использую невидимки в закрытом виде, вот кто не знает. Смотрите, у меня у невидимочки есть свое раскрытие, которое позволяет мне туда завести ровно столько волос, сколько может она удержать. И вот этим вот раскрытием я захватываю часть волос, видите, захватила, как скушала кусочек, потом прикоснулась к основе, и наклоняя, завожу. Это самая плотная фиксация, самая надежная фиксация, и вы никогда не будете сталкиваться с проблемой, когда прическа разваливается. Все очень надежно будет у вас зафиксировано. Смотрите, хвостик у вас не всегда будет оставаться, но мне повезло, у меня волосы длинные, еще и густые. Хвостик может у вас закончиться, вы раз вот так подворачиваете его и фиксируете невидимкой. А если у вас волосы еще более длинные, вы можете еще один оборот сделать. Вы можете завернуть узелочек и его зафиксировать. Тут фантазия безграничная. Я этот узелок, смотрите, он у меня ныряет внутрь. Я вывожу хвостик. Какой стороной невидимки правильно крепить? Смотрите, нам важно, чтобы сюда попали волосы. Вот так я буду делать или вот так, не имеет никакого значения. Фиксирую, захватываю и завожу. Самое главное, чтобы ваш фиксатор зашел в волосы, которые идут в хвост. Это наш каркас, наша основа. Это как дом строить, в каждой прическе есть свой каркас, свой фундамент. Наш фундамент — это тот хвостик внутри, который мы создавали ранее. Ну что, уже вроде бы симпатично, Ксюш, смотри, как красиво. Эти волосы нам не нужны, мы можем их заплести в косички, мы можем их заплести в жгутики. Совершенно по-разному можно оформлять эти зоны. Делаю косу из 3 прядей и с подхватом с одной стороны. Ну вот прям хочется мне. Смотрите, очень важно, чтобы вы, когда заплетаете эту косу, в чем хитрость, в чем особенность, куда вы ее натягиваете, туда вы ее и сможете подколоть. Если вы будете тянуть ее вверх, она у вас тут будет с очень провисающими такими длинными петлями, будет некрасиво. Поэтому обращайте внимание, куда вы натягиваете вашу косичку при плетении. Я завожу на эту сторону и фиксирую опять-таки невидимкой. Когда я фиксирую готовый какой-то элемент, я невидимку открываю. Вот. Захватываю волосы, которые идут в хвост, и волосы этого хвостика. Очень красиво оформляется вот эта боковая часть. Смотрите, как нежно. И нежели ее затянуть. Ксюш, ты так близко, видно там все. Да. И точно так же с другой стороны. Сейчас мы снимем накидку и посмотрим, как это выглядит в полном образе. И, Кристина, я могу пригласить встать, конечно, чтобы можно было увидеть. И вы можете попозировать вот себе перед зеркалом, а Ксюша поснимает. Вы можете посмотреть на себя. Потом вы увидите все, как это выглядит на затылочке. Я надеюсь, вам понравилась такая прическа. Такие легкие, красивые, воздушные формы мы будем изучать на марафоне. Я вас с удовольствием приглашаю принять участие в моем марафоне красивых, легких, быстрых причесок. Регистрируйтесь по ссылочке и до встречи с вами в новом прямом эфире. Всех обнимаю, целую!